Итак, в общем, получился вот такой вот ремень. Дело в том, что я не хотел здесь оставлять металлическую пряжку эту открытую, потому что она смотрелась немного здесь несуразно, и решил здесь на кончике пряжки пришить вот такой кусок кожи. При этом, чтобы иголка здесь максимально была близка к пряжке, то есть максимально плотно она застегивалась, я сделал такой вот вырез. Обработал также токаноли. Для чего, кстати, нужно делать таким вот образом? То есть я мог, в принципе, здесь оставить кожу, кусок сверху, и иголка бы укладывалась здесь на кожу, немножко ее проминала бы. Но дело в том, что чем больше вот это место по толщине, тем сильнее начинает изгибаться ремень. Опять же, здесь это не критично. Сейчас объясню почему. Дело в том, что если застегиваю ремень, если бы здесь все было без вот этого кусочка кожи, то пряжка бы сильнее въедалась углом в ремень и сильнее бы его выгибала. При использовании ремень вот так будет огибать пряжечку, обшитую кожей, и, соответственно, в этом месте, вот здесь, в месте изгиба, у него деформация критическая будет гораздо меньше. То есть не будет прям такого зареза, залома, ну и так далее. Данный ремень вообще я решил сделать просто для того, чтобы экспериментировать с дизайнами. Посмотреть, как будет в работе, например, та же кожа пола. Вот взял эти остатки, которые у меня были. И скажу так, вот вывод. В общем, какие выводы я сделал по этому изделию? Дело в том, чтобы сделать такой ремень, нужно затратить довольно-таки много времени на самом деле. То есть изделие непростое. Все эти декоративные вырезы, вставки, вшивания, подрезки, они тратят очень много времени. У меня ушло в сумме где-то 5 дней на его изготовление. Не в смысле с утра до вечера. То есть в сумме где-то я работал там, допустим, 5 часов, где-то 6 часов в день. И, соответственно, вот так вот набежало. Сделать этот ремень быстро именно в такой конфигурации не получится. Это раз. Поэтому, если заниматься такими вещами, то это не больше даже не для коммерческой цели, а больше для своего развития. Ну, мне, в принципе, опыт понравился. Сам ремень мне тоже понравился. По дизайну, я считаю, он такой необычный. Причем он находится на грани между прям классикой, которую можно на повседневную таскать. Также между, я бы сказал, чем-то прям очень сильно клоунским каким-то. И вот чтобы вот эту вот грань как бы не перейти, не переступить, соответственно, я старался, чтобы здесь было не очень много цветов. То есть здесь вставка синего цвета. Сам ремень получился в итоге даже не коричневый, а какой-то бордовый. И в итоге получается вот такой сдержанный стиль. И вот данный ремень очень, наверное, хорошо подойдет именно под джинсы. То есть он будет своего рода таким вот акцентом в одежде. И в этом плане по дизайну мне этот опыт очень понравился. По самому материалу. Я скажу, что я удивлен, потому что материал он здесь не самый лучший. Выделка у него, кстати, хорошая. Здесь это кожа комбинированного дубления. И, соответственно, дубление у этой кожи выполнено хорошо. И обработана она довольно-таки хорошо, то есть прожирована. Потому что сама по себе кожа, она довольно-таки упругая, обрабатывается нормально. Но в чем недостаток у этого материала? Здесь, например, вот по центру виден дефект на коже. Вот так вот его на отсвет покажу. Здесь кожа такая мягкая, она сминается вот так вот. Это как раз говорит о том, что здесь именно участок на коже, где он не совсем плотный. Причем я думал, может быть, какие-то отслойки будут происходить. Нет, в принципе, ничего не происходит. При этом ту полосу, которую я выбрал на лицевую часть, здесь этот участочек очень маленький, но он и не воспринимается как вот такой вот, ну, как бы можно сказать, не совсем плотный. Здесь он воспринимается нормально, здесь все хорошо получилось. В принципе, на прочность это, конечно, не повлияет, то есть и ничего здесь не махрится. Получилось мне здесь края обработать нормально, то есть токаноль все закрыл. И в целом, благодаря тому, что кожа, она сама изначально, хотя изначально, кстати, кожа была плотная, но благодаря тому, что она при работе с ней становится такой мягкой, упругой, и в принципе получается, что ремень в эксплуатации получается удобный. Он мягкий, упругий, тактильно приятный. То есть его реально приятно трогать. То есть классическая кожа, все с ней хорошо. Но для работы, допустим, в будущем, ну и не в будущем, в настоящем, я бы все равно предпочел использовать более дорогую, более
можно сказать, качественную кожу. Качественную кожу не только, я имею в виду в плане там ее прочности. Эта кожа, кстати, прочная. Ее тяжело разорвать. Я оставлял кусочки кожи вот такой вот и пытался порвать. В итоге порвать смог только в самом тонком участке. И не один, а вместе с женой мы тянули эту полоску. И я, например, даже вот такую полосочку шириной где-то 3 миллиметра, она склеенная, правда, не прошита. Вот я ее руками порвать не могу. Хотя есть кожа, допустим, мне встречались кожи, даже причем дорогие, качественные растительные удубления, которые я могу вот так вот взять и разорвать. Эта кожа на разрыв не поддается. При этом сохраняет свою мягкость, упругость. Поэтому в плане прочности этот ремень, конечно, на растяжение очень прочный. В итоге получается здесь прочность на растяжение очень большая. То есть деформировать ремень именно на растяжение это крайне сложно. Что еще хочу сказать? Здесь я немного отступил от своего правила. Я не стал вот этот подпряжник делать из толстой кожи. То есть обычно я делаю из кожи толщиной под 4-5 мм. И здесь вот с края, где ремень крепится на винт, я отшерфовываю где-то до 2,5 мм. Здесь я делать так не стал, то есть не стал здесь не наращивать толщину. Решил использовать, здесь она в среднем толщина идет 3 мм, 2,5 у этого кусочка кожи. Решил использовать кожу как есть, на быструю собрать и посмотреть, что получается. Скажу, что подпряжник получается, конечно, слабее, чем обычно я делаю. Но я думаю, прочность здесь все равно очень большая, и с ним особо ничего не произойдет. При этом, на удивление, я думал, пряжка будет болтаться здесь. Нет, она в принципе держит свою форму. Я имею в виду вот это сочленение. И самое главное, что благодаря тому, что иголка здесь заходит в паз, такой своеобразный кожаный, и плюс здесь паз есть на самой пряжке, иголка здесь уже сместиться никуда не может. И здесь, ввиду того, что толщина ремня в пике, то есть максимальная толщина составляет 6 мм, здесь ремень уже при застегивании он не пытается куда-либо смещаться, деформироваться, потому что вот эта часть у ремня, я ее смять, согнуть вот так вот не в состоянии. То есть он довольно-таки хорошо держит свою форму. Поэтому я думаю, при носке этот ремень будет, в принципе, свой вид сохранять очень долго. Еще благодаря вот этой кожаной нашивке, соответственно, тому, что и пряжка, в принципе, неплохая. Вот в этом месте протирание ниток, я думаю, будет очень-очень не скоро. Здесь, кстати, да, еще какой нюанс. При таком прошивании я вообще, если взял, то есть если бы подумал об этой работе, например, года 3 или 4 назад, я бы, наверное, такой ремень вообще бы не делал, потому что я был противником прошивки ремня, особенно вот такой, как здесь вот я сделал, много-много ниток в том месте, где пряжка трется о ремень, потому что у меня был личный опыт использования двух ремней фабричных, где вот эти нитки здесь прошитые, они просто порвались где-то в течение года. То есть один ремень я купил, у него нитки порвались через год где-то. Второй ремень купил, у него нитки порвались буквально в течение одного сезона, то есть даже года не прошло. И причиной тому было того, что на одном ремне пряжка была типа с заусенцами, то есть она литая была пряжечка, и на ней были следы, грубо говоря, формы. То есть она была форму залита. И вот эти следы формы внутри, они были такие выступы немножко острые. Причем они не такие острые были, чтобы сразу нитку порвать, но давление на нить они оказывали. И, соответственно, нитку они передавили, перетерли. А второй ремень просто сам по себе, нитка, она, во-первых, от машинного шва, она торчит над кожей, не углублена. Плюс сама нитка, если выполнена машинным швом, то она, я уже много раз объяснял, она цепляется друг за дружкой, то есть нету там, чтобы две ниточки шли друг напротив друга в шве, одна сначала сверху, другая снизу, и потом чередовались. В машинном шве одна нитка идет постоянно снизу, другая сверху, и они просто в центре, в слое кожи, они перекрещиваются и цепляются друг за друга. При такой прошивке, если ремень вот здесь вот сильно гнется, если пряжечка такая еще довольно-таки острая, она здесь делает сильный перегиб, и нитка в этом месте просто сама себя перетирает. Вот на втором ремне у меня нитка перепилила, причем в двух местах сама себя, и просто вылезла вот так вот наружу. И потом эта ниточка легко, как бы по шву вот так вот отделилась. То есть, грубо говоря, я взял, и она там сантиметров на 10 ее спокойно вытянул.
Вот такой недостаток. Ну и плюс ремни вот в этих местах довольно-таки сильно протерлись. Опять же, причина тому пряжка. И вот, чтобы здесь на этом ремне не допустить похожего сценария, я вот эти места на коже, то есть края у кожи, шерфовал. Было видно на видео, что я их срезал, чтобы потом при прошивке, чтобы нитка, она ушла за поверхность этой кожи, углубилась. Я ниточку старался затянуть побольше. И, соответственно, чтобы на поверхности эта нить не лежала. И если ремень застегнуть, то отчетливо видно, что ремень на нитку нигде просто так не ложится. Конечно, это не стопроцентная защита нити, потому что все равно со временем при носке пряжка продает ремень, он деформируется полностью по пряжке, все это сравняется, но благодаря тому, что нитка углублена в кожу, она будет практически не перетираться. Вот в этом плане именно вот этот ремень, он является сложный именно в этом вопросе, что нужно было обращать на это внимание, чтобы максимально нитку защитить от перетирания. То есть задуматься над тем, чтобы пряжечку подготовить. Если бы я, допустим, кожаную вот эту, ну назовем его чехольчик или нашивку сюда не пришивал, то, соответственно, я бы пряжку вот в этом месте обработал бы мелкой наждачкой, потом бы подполировал, например, пастой Гои, чтобы здесь было все до зеркального блеска, чтобы было все гладко, тогда, чтобы пряжка ремень также не портила. Но еще раз скажу, еще раз повторюсь, ввиду того, что здесь кожаная нашивка, она вот эту часть пряжки сделала более пологой, и по этой причине при застегивании здесь не будет классического такого жесткого перелома, когда в ремень пряжка въедается, получается резкая такая полоса, угол от пряжки остается. Здесь такого не будет, здесь будет пологий такой заход, и, соответственно, будет углубление такое слабое в виде полукруга. Соответственно, из-за этого ремень прослужит гораздо дольше. Но на самом деле прослужит он очень долго, просто вид он будет дольше свой сохранять. Опять же, это, конечно, еще от носки зависит, но даже при не совсем хорошей носке, я думаю, вид он сохранять свой будет долго. Какой еще вывод хочу сказать? Я на самом деле немного удивлен. Я до этого делал черный ремень трехслойный, и я с ним сам до сих пор хожу, его ношу, постоянно его эксплуатирую, очень часто. С ним ничего не происходит, мне он очень понравился. Но я думал, там дело в том, что кожа она получше, плюс вставка серединная, она тоже получше и прошита. Что значит получше? Что она идет, вставка внутренняя, она очень жесткая, толстая, прошита дополнительно, армирована, плюс сверху идет кожа растительного дубления, износостойкая. И я предполагал, что, допустим, вот этот вариант может получиться похуже. Но сейчас, после того, как ремень произвел отделку, и вот сейчас в руках кручу, я понимаю, конечно, что эта конструкция довольно-таки прочная. И вполне возможно, она по своей прочности превосходит тот черный, потому что на поверхности кожи идет плотное комбинированное дубление. И в целом мне этот ремень нравится. Вот так вот сам себя нахвалил, в итоге получается. В плане декоративности для меня вот эта работа очень интересна. Мне было ее прям интересно делать, я хотел побыстрее это все завершить. Старался сделать все максимально качественно. На самом деле, я скажу так, что можно было сделать еще качественно, прям почти идеально. Но на это требуется больше времени. Также было бы идеально, если бы я использовал здесь материалы премиум класса, то есть очень дорогие. Но результат был бы тогда вообще просто супер восхитительный, особенно если все четко сделать. И вот как раз какая главная мысль. Именно качество изделия зависит в первую очередь от качества материалов. Это самое главное, потому что само изделие сделано именно из этих материалов. Само изделие это и есть эти материалы. Поэтому качество изделия напрямую зависит от качества кожи, качества нити, даже качества клея, точнее не просто качества клея, от правильности его подбора и от качества фурнитуры. В данном случае это пряжка. Экспериментом я доволен в плане коммерческой составляющей. Есть ли смысл делать на продажу такие ремни, то есть объемы гнать и, соответственно, продавать ремень за ремнем, я не совсем вижу целесообразность, потому что затраченных трудов здесь очень много. А по такой стоимости, допустим, если бы я, занимался из премиальной кожи, делал бы подобный ремень, сделал все максимально точно, аккуратно, то я бы, наверное,
продавал бы этот ремень, допустим, не дешевле там 14-15 тысяч. Но даже из премиальных материалов такие ремни продавать в большом объеме крайне будет сложно. Поэтому целесообразно ли это? По затраченному времени это нет. С точки зрения искусства, с точки зрения самореализации, ну просто интереса, азарта, да, это целесообразно. Мне бы хотелось сейчас, допустим, изделиями заниматься именно с этой позиции. То есть не зарабатывание денег, а именно с позиции творчества. То есть просто смотреть, какой можно дизайн использовать, как будут смотреться те или иные материалы, ну и так далее. Я думаю, логика понятна. Всем спасибо за просмотр, до следующего видео. Всем пока.